Кораблекрушение сухогруза «Арвин». Судно МВ «Арвин» было построено в 1975 году в Чехословакии для СССР, тогда оно носило название «Волга-Балт-189». Судно относилось к проекту класса «Река-море». Его длина составляла 114 метров, ширина 14 метров. Сухогруз «Арвин» до 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого Камбоджи. В России это судно снято с регистрации в 1997 году. Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушел из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года. Портовые власти проверяли судно последний раз 18 июля 2020 года в Ростове-на-Дону. Судно «Арвин Шиппинг» в Украине фигурировал в записях Эквасис как владелец судна. Других кораблей во флоте судовладельца не было. На борту судна «Арвин» находилось 12 членов экипажа, 2 из которых были россиянами и 10 украинцами, перевозило 2902 тонны наволочного груза карбамида, включенного в International Solid Bulk, и не классифицировался как опасный груз. Сухогруз под флагом Палау «Арвин» отправился в Болгарию из порта Поти, Грузия 1 января 2021 года. Затонул в Черном море у берегов Бартын-Инкуму, Турция, 17 января 2021 года в 12 часов 30 минут после того, как бросил якорь в 200 метрах от побережья Бартын-Инкуму из-за шторма. МИД Турции сообщил, что судно укрылось на якорной стоянке Бартин 15 января после дождя, сильного ветра и сильного волнения на море. Во время крушения судна бригада на мостике объявила о бедствии и тревогу в течение первых минут после инцидента. Хотя было видно с берега, что судно затонуло примерно в 200 метрах от берега, никакой информации о состоянии личного состава корабля получено не было. Было замечено, что 3 корабля вокруг тонущего корабля не могли добраться до региона из-за сильного ветра и волн. Первоначальному поиску моряков помешала плохая погода. Позже в результате поисково-спасательной операции были спасены 6 членов экипажа, проведенной судном и вертолетами береговой охраны Турции. Так как поискам препятствовали экстремальные погодные условия, поэтому моряки провели 2,5 часа в ледяной воде, ожидая, когда их заберут один за другим. В результате этого происшествия погибли 3 члена экипажа, включая капитана, и еще 3 человека пропали без вести. Спасенных 6 членов экипажа береговой охраны Турции направили в государственную больницу города Бартина. Официальные документы подтверждают, что в течение 2020 года сухогруз МВ «Арвин» проверяли трижды, но морскому сообществу бросается в глаза неприятная тенденция. Посол Украины в Анкаре Андрей Сибиха, который прибыл в Бартын, Турция после инцидента, отправился в больницу и побеседовал с экипажем, получив информацию об их здоровье от украинского экипажа, находящегося на лечении. А также Андрей Сибиха поблагодарил сержанта и его команду в командовании береговой охраны, чья команда пожертвовала своей жизнью, несмотря на суровые погодные условия, и поблагодарил турецкие власти. Раньше судно «Арвин» было «Волга-Балт-189», и оно было одним из 78 подобных судов, построенных в СССР с 1973 по 1985 год. В настоящее время 57 из этих судов все еще используются. 8 из них затонули только в Черном море за последние 20 лет. Они предназначены для мирного речного или летнего морского плавания и рассыпаются под яростью зимних штормов. Инспекция государственного порта в Джорджии в прошлом году выявила серьезные недостатки на борту «Арвин», включая коррозию палубы и плохое обслуживание герметичных люков, согласно ее отчету. «Арвин» — это грузовое судно типа «Река-море»,
уязвимые к сильным штормам на море, потому что их конструкционная прочность недостаточна, чтобы быть полностью мореходными, они слишком длинные и узкие.